Всем привет! Я сегодня в Таврическом саду, и я хочу сегодня рассказать об одном методе, который очень вам пригодится, если вы о нем не знаете. Это метод, один из основных методов, который советует Джулия Кэмерон в своих книгах. То есть там два основных инструмента. Это утренние страницы, которых многие, я думаю, уже знают, и творческое свидание. Я расскажу сегодня о творческом свидании, потому что, мне кажется, оно как-то менее известно, хотя это очень-очень мощный инструмент для активизации творчества, для развития себя, для вдохновения, вообще в принципе, для любого человека это пригодится, но особенно для творчества это очень полезно. Так что такое творческое свидание? А, Это, собственно, как бы свидание с самим собой, а точнее с внутренним своим художником, с внутренним ребенком, как вот его называет Джулия Кэмерон. А, То есть, что для этого нужно? Вообще, зачем это сначала, да? Все мы, да, мы, когда занимаемся творчеством, мы все время какие-то используем свои внутренние ресурсы, а, чтобы что-то, да, создавать. Для этого нужны идеи, для этого нужно вдохновение, для этого нужно вот ресурс, да, какой-то. И он, конечно, исчерпывается, истощается, да. Так, для чего нужно творческое создание? Это подпитка, это восполнение, да, ресурсов, такая практика, которая помогает снова восстановиться и получить возможность, да, снова что-то делать, восстановить себя. И, собственно, свидание, да, то есть как любое свидание, это вам нужно куда-то пойти. И здесь главное правило, что вы обязательно идете на свидание в одиночестве. То есть здесь никаких друзей, подруг, никаких мужей, молодых людей. Здесь вот никаких детей тоже. Оставляйте детей дома. Выделите. На это не обязательно вообще выделять очень много времени даже. Это может быть что-то очень короткое, но это что-то вдохновляющее. То есть это вот для меня, например, я когда прочитала об этом инструменте, я поняла, что я, в принципе, уже практиковала этот метод. То есть для меня, например, часто это вот как раз поход в какой-то, куда-то поездка на природу или поход в парк, может быть, ненадолго. Но это может быть также и очень короткое мероприятие, например, просто даже поход, зайти в какой-то магазин интересный, каких-то даже канцелярских товаров, вдруг поискать, да, какие-то тетради, какие-то там наклейки, или какую-то красивую ручку себе выбрать, купить. Мне очень нравится ходить на творческое свидание еще в магазины такие винтажные, то есть здесь в зависимости от того, что есть у вас в городе. Во Франции, например, в Париже, да, конечно, там было очень здорово ходить по блошиным рынкам, где масса такая, вот как лавка древностей, драгоценностей каких-то. Просто, может быть, иногда купить себе чашку там за 1 евро, но с каким-то таким вдохновляющим рисунком, который вот ты берешь в руки, и тебя это прям сразу наполняет. Но это может быть и что-то другое, то есть это что-то такое, что-то не рутинное, да, то есть не то, что вы делаете каждый день, но что-то, что вам вот принесет такое вот удовольствие, радость, где-то вот вы себя подпитаете таким образом. То есть у каждого это свое. Очень, кстати, хорошо тоже вот для меня, например, зайти в какую-то церковь, неважно там какой конфессии, просто зайти, это как вот в музей, посмотреть, посидеть, окунуться в эту атмосферу такую расслабляющую, рассмотреть, да, какие-то элементы декора, что угодно. То есть это может быть и поход в музей, просто какая-то небольшая прогулка. В общем, вот такой инструмент, не буду затягивать. Пожалуйста, попробуйте, если вы это еще не делаете, сделать что-нибудь такое. Напишите в комментариях, будет интересно также обменяться идеями, мне кажется, потому что здесь, опять же, да, какие-то вещи, если мы тоже не начать входить в привычку, да, все время там, например, поездка в одно и то же место там на природу тоже может как-то уже немножко надоесть. А может быть, здесь мы, да, поделимся какими-то своими разными методами, обменяемся, создадим такую библиотеку, каталог творческих свиданий. Вот, надеюсь, это было полезно. Да, напомню, что это вот инструмент Джулии Кэмерон. Можете у нее более подробно это прочитать. Вот, и удачи, и оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока.
Вот такое красивое здание сегодня я тут обнаружила, уже подзабыла, около Таврического сада. Сегодня мое творческое свидание проходит здесь. Вот красивое здание, которое, к сожалению, разрушается. Будем надеяться, что его все-таки реставрируют.